Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас на повестке дня нечто особенное – шведский миндальный торт. Это удивительное сочетание хрустящих миндальных коржей и нежного крема. Рецепт несложный, а вкус просто восхитительный. Мой сын любит все десерты из миндальной муки, поэтому я решила приготовить этот торт на его день рождения. Давайте вместе приготовим этот потрясающий десерт и порадуем себя и близких. Итак, приготовление начну с крема, так как он должен остыть. Для крема понадобится 6 желтков, 150 мл сливок 20% жирности, 150 грамм сахара, 225 грамм размягченного масла 82% жирности, щепотка соли, 1 чайная ложка ванильного экстракта или 1 чайная ложка ванильного сахара. Если вы любите, когда много крема, то можете приготовить по рецептуре, которую я оставлю в описании к видео. И я отделила белки от желтка. Делайте это аккуратно, так, чтобы ни капля желтка не попала в белок. Чаша для взбивания белков должна быть обезжиренной и абсолютно сухой, так же, как и венчик миксера. Иначе белки очень тяжело взбиваются. К желткам добавляю щепотку соли, 1 чайную ложку ванильного экстракта или можете добавить ванильный сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Сливки соединяю с сахаром, нужно их хорошо прогреть, чтобы сахар полностью растворился. Сливки стали горячими, но до кипения доводить не нужно. Маленькими порциями. Вливаю горячие сливки к желткам, постоянно помешиваю. Переливаю массу обратно в ковш. Нужно прогреть на маленьком огне до загустения. Постоянно перемешиваю, примерно 5-7 минут. Когда масса остается плотным слоем на лопатке или ложке, если провести след, он не теряет форму, то все, мой крем готов. Переливаю в чашу, накрываю пленкой в контакт и полностью нужно остудить. Теперь перейдем к белкам. Белки взбиваю щепоткой соли до пышной стойкой пены. Начиная с маленькой скорости, постепенно увеличиваю до высокой. И только когда появились пики, постепенно всыпаю сахар и взбиваю на максимальной скорости до плотной глянцевой массы и стойких пиков. Важно, не переусердствуйте, потому что белки тоже можно перевзбить. Небольшими порциями всыпаю миндальную муку. Или можно молотый миндаль. Аккуратно перемешиваю массу лопаткой круговыми движениями сверху вниз. Также не переусердствуйте, потому что белки могут осесть. Форму диаметром 20-22 см застелила бумагой для выпечки. Если у вас нет формы, то можно нарисовать на бумаге круги нужного диаметра. Слегка смазать маслом. Я забыла это сделать, и коржи было трудно снять с бумаги. Я разделил готовое тесто на 4 части, выкладываю на бумагу и разравниваю лопаткой. Выпекаю на решетке в предварительно разогретой духовке до 170-180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Режим вверх-вниз без конвекции. Даю остыть в форме минут 10, затем снимаю бумагу и перекладываю на решетку до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбиваю до пышности, затем убавляю скорость миксера и понемногу добавляю остывший заварной крем. Перемешиваю до однородности на невысокой скорости. Если крем получился мягким или жидким, то с ним неудобно работать. Его нужно убрать в холодильник на минут 10. Крем готов. Перейдем к сборке торта. Крем я в чашке разделила примерно на 5 частей. На остывший корж выкладываю 1 часть крема, разравниваю, накрываю вторым коржом и далее проделаю со всеми коржами. Последний корж распределила крем, надеваю кольцо, убираю в холодильник минимум на 1 час. Также оставшийся крем убираю в холодильник. Я оставила на ночь в холодильнике. Обжариваю миндальные лепестки. У
Убираю осторожно кольцо для выпечки и наношу по краям оставшийся крем. Сверху и по краям обсыпаю миндальными лепестками. Вы можете украсить по вашему желанию. Я поставила свечи, украсила желейными мишками, клубникой. Вот и все. Наш миндальный торт, как в Икее, готов. Этот десерт точно порадует вас своей мягкостью и насыщенным ореховым вкусом. Слоистый и с легким кремом, хрустящим миндальными пластинками, он станет прекрасным завершением любого застолья. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые рецепты, ведь готовить – это настоящее удовольствие. Надеюсь, что вы вдохновитесь и порадуетесь этим тортом своих близких. Ставьте лайк, делитесь своими результатами и впечатлениями в комментариях. Приятного аппетита, до новых встреч!